I am coming to Moscow. Я приехал в Москву. And nice to see all of you here. И очень рад видеть вас всех здесь. May I ask if they can hear my voice? Yeah. Все ли слышат мой голос? Вы мне... Да. Точно? Вот не стесняйтесь, если кто-то что-то не слышит, вот руку и просите погромче. Хорошо? А то было такое, что я там часами сидели, а в конце потом люди признали, что ничего не слышали. Some of our friends were at India and they invited me to join here. So this time I made my time to come over and share my experiences with all of you. Мои друзья приехали в Индию, поговорили со мной и вот пригласили сюда. Я приехал сюда, приехал теперь сюда, чтобы с вами поделиться своим опытом жизненным. Rather, I start some topic. I would like whomever have any kinds of doubts, they can post the question and I am ready to answer. Прежде чем я начну беседу на свою тему, я хотел бы услышать от вас, может быть, какие-то сомнения, вопросы какие-то у вас есть вообще. Вот. Вы можете их сейчас задать. Who will ask? Кто будет задавать вопросы? No one? Никто? У меня вопрос. Вот, в индийской культуре корова считается священным животным. In Indian culture, cow is considered to be sacred. Но во всем остальном мире мы знаем, что корова, ее мясо употребляется в пищу, как и молоко. But we know that in the whole world, all people consume beef and as well as milk, and it is normal. И некоторые люди в России, различные духовные сообщества, они в том числе отказываются от молока в знак протеста, чтобы не поддерживать убийство коровы. And some people in the world, they refuse to take milk, to consume milk, so as to support cows. It is like they want to show that they are against these cows. Slaughtering. И правильно это? И стоит ли следовать этому? Или мы можем молочные продукты употреблять без ограничений? Is it correct on their part, or should we consume milk products without limits? Вы хотели что-то спросить? А еще не ответили на этот вопрос. Whatever been manifested in this world, Все, что проявлено в этом мире, it is for the consumption of human beings. все это предназначено для потребления человечества. It is not the question of animal slaughtering Здесь or не the human стоит slaughtering. вопрос об убийстве животных или людей. It is the question of hunger. Это вопрос голода. The person who considers it as a sin, he has to follow the rules of the nature. Тот, кто считает это грехом, должен следовать правилам и законам природы. And the person who never considers any fault in slaughtering, he can consume. А тот, кто считает, что здесь никакого преступления нет, он может продолжать убивать животных. It is mere our mind which is playing the role. Здесь играет роль только ум. Whatever we consume, in that some germs are present. Все, что мы потребляем, в нем присутствуют микробы. It is equivalent to non-vegetarian. А это значит, что мы потребляем не вегетарианскую еду. Bacteria are producing in our stomach. Бактерии производятся в нашем желудке. Those are also non-vegetarian. Они тоже не вегетарианские. So the Hindu tradition and culture, what they have followed about not slaughtering of the cows and not to have the beef meat, it is only because they consider that God, all 72% gods are residing in that cow. В традиции индуизма так повелось
пищу говядина, и это потому, что считается, что 72,000 or 72? 72,000. 72 тысячи божеств пребывают в теле коровы. Why it is said 72,000 demigods are existing? Почему считается, что 72 тысячи In полубожеств our пребывают в body we теле have коровы? 72,000 veins. В нашем теле 72 тысячи вен. Each vein is considered as the God's gift. И каждая вена считается даром Бога. So each vein has its own power. И у каждой вены есть своя сила. So because it has the power, inherent power of the nature, it is considered as God. И именно потому, что эта вена обладает внутренней присущей силой, она считается Богом. It is not only the cow is God, we all are God. На самом деле не только священной является корова, мы все священные. Even harming a person to another person is also incorrect. Даже просто вредить другому человеку, ближнему, это неправильно. Generally we do that. А мы обычно это делаем. We talk ill of others. Мы говорим плохо о других. It hurts many hearts. Мы огорчаем их сердца. Is it not slaughtering? Разве это не убийство? Are we not animals? Разве мы не животные? So we have to change our character. Поэтому нам нужно изменить свой характер. It is not the question of what we eat. Здесь вопрос не стоит о том, что мы едим. It is the question of what we do. Здесь вопрос о том, что мы делаем. If we are correct by our nature, Если мы по природе ведем себя правильно, we see everything good. то мы видим все в хорошем свете, в правильном свете. When we find fault, А когда мы кого-то обвиняем, видим недостатки, something wrong within us. это означает, что у нас внутри что-то не так, у нас самих. In God's manifestation, nothing is good or bad. В проявлении Бога нет ничего ни плохого, ни хорошего. Nothing without His will can move. И без Его воли ничего в этом мире не стронется. Whatever is happening as an event, it is all His manifestation of thought. И все события, которые происходят здесь, это есть проявление Его мысли. So none can stop. И никто не может ее остановить. Even He can't stop. Даже Он сам не может остановить этот процесс. What He has delivered the thought out cannot be taken back. И та мысль, что изошла из него, ее невозможно уже вернуть вспять. You can forget what you have thought. Вы можете забыть о своих мыслях, But what you had a thought, that thought remains. но та мысль, которую вы подумали, она существует. So what you perform, the action that remains. Поэтому те действия, что вы совершаете, они остаются. You may hurt someone Вы можете кого-то обидеть and can say sorry. и можете сказать извини, But what you hurt is hurt. но то, что вы обидели, это вы уже как факт обидели. Later repenting Позже раскаяние is not the solution. уже не решает проблему. When you act ignorantly, you are forgiven. Когда вы действуете невежественно, вас прощают. Later when you repeat the same mistakes, А позже, когда вы повторяете те же самые that is ошибки, considered as a mistake. это уже считается ошибкой. So once when you gain the knowledge, you should not act as an ignorant. И что это значит? Что как только вы получаете знания, вы больше не должны вести себя как невежды. Either you remain an ignorant Или оставайтесь тогда невеждами, or become wise. или становитесь мудрыми. If you are wise, never repeat any mistake in your life. Если вы мудры, вы не должны повторять ошибки в своей жизни. So that is why it is said as a proverb, Поэтому ignorant is bliss. в пословице говорится, что невежество это как блаженство. Да. What does it mean? Что это Ignorance означает? is bliss. Что значит невежество это блаженство? Ignorance doesn't mean that you are dark in a subject. Невежество здесь не имеется в виду, что вы как-то не разбираетесь в предмете, в чем-то. Ignorant by heart. Имеется в виду невежество сердца, Ignorant by your actions. невежество в ваших поступках. That is ignorancy. Это есть невежество. Ignorance. You mean innocence or ignorance? Ignorance by heart, I said. Невежество. Невежество. Сердце. Now, if you see a small boy was running here and there, Видели, вот мальчик маленький бегал туда-сюда? and we are in a discussion and he was beating drums here. Мы тут обсуждаем темы важные, а он
Of course, it will have an impact on all others who listen. Конечно же, это какой-то имеет, как сказать, ну, все реагируют на это, да? But that boy is not punishable, Но мы же его не cannot be накажем, punishable, не наказываем, because he is ignorant. потому что он не понимает, что он делает. If he is wise like us, А если бы он был мудр, как мы, he will also sit silently. он бы просто сидел тихо, как мы. So that is the example for ignorance. Вот пример невежества. But after learning certain things, Но после того, как вы познали, if you enact like an ignorant, it is wrong on your part. ну, получили знания и продолжаете вести себя как невежда, это уже неправильно с вашей So стороны. slaughtering Поэтому or consuming the beef, убивать животных или потреблять those who говядину, considered as a sin, it is a sin. те, кто считает это грехом, это грех. Either you follow the nature's law, Или вы следуете закону природы, or you be free like a bird. или будьте свободными, как птица в полете. Choice is up to you. Выбор за вами. So it has two choices. И здесь два. One is surrender, Первое – это предаться Господу, and second is wisdom. а второе – это мудрость. Now, what he posed the question, Вопрос, который задал Алексей, it has two implications. здесь есть две подоплеки. One can follow either the path of surrender, Здесь можно следовать или пути предания, or one can go for wisdom. или можно идти путем мудрости. Option is up to them. Опять-таки, выбор за But the нами. ultimate goal is one. Но цель одна. What is the goal? В чем цель? Realization. Это реализация. Now, in the path of surrender, На пути преданности, на пути предания one follow the nature's law. люди следуют закону природы. Whatever the God has bestowed to us, we accept that. Все, что Господь нам дает, мы принимаем. And in path of wisdom, А на пути мудрости we experiment and experience. мы получаем опыт и экспериментируем. Now, some people consider while slaughtering the cow, it is the nature of law. Некоторые считают, что убивать коров это, ну, вот, согласно закону природы. If cow's lineage becomes more, or goats or sheep lineage becomes more, then the population will grow more and more of animals than humans. Считается, что если их не убивать, то они будут все больше размножаться. То есть коровы, козы, бараны, вот, овцы, их станет больше, чем людей на свете. So they slaughter and Поэтому они consume. убивают и употребляют их плоть в пищу. They consider it as nature's law. И они считают это, ну, в соответствии с законом природы. And the other person who has a fear in mind, А другой человек, у которого страх в уме, who follows Baba's instruction, который следует инструкциям Бабы, such person will never slaughter the такой cow человек никогда не будет because убивать he is following some guru. потому что он следует принципам гуру. Once, if you start developing your faith on a guru and following him, you should not stop that. Если вы избрали гуру и следуете его принципам, вы не должны останавливаться. You may have several tests in your lives, У вас могут быть какие-то проверки, тесты в жизни, but you should not give up your faith. но вы не должны отказываться от своей веры. The reason is, Причина в том, что guru may test you. гуру может вас проверять, испытывать. For instance, Например, the slaughter of a cow. If you are a non-vegetarian убийство коров. Если вы не вегетарианец and turn to be a vegetarian, и вдруг стали вегетарианцем, there may be a temptation in your mind whether I should go for consuming non-veg. у вас может появиться соблазн, может быть, мне все-таки покушать говядину. When you turned yourself as a vegetarian, you should be a vegetarian. Если вы стали вегетарианцами, вы должны оставаться вегетарианцами. Because you have started following your guru. Потому что вы стали следовать, начали That is следовать a path принципам of гуру. surrender. И это есть путь предания. One is nature's law, Одно есть that is закон also a path природы, of surrender. это тоже путь преданности, And предания. second is А also второе, nature's law when you surrender to your master. а другой закон природы, это когда вы предались своему гуру, своему учителю. Now, at this point of time, В настоящее время, while following a guru, когда вы следуете what can принципам be гуру, the result? вот, какого вы можете достичь результата?
The person who is consuming non-veg, Человек, который употребляет невегетарианскую пищу, he is also enjoying the life. он тоже наслаждается жизнью. And person who is not consuming, И тот, кто не ест, he is also equally enjoying the life. и тот, и другой наслаждаются в равной степени Whether it жизнью. is a pain or a pleasure. Ну, боль это или удовольствие, и тот, и другой в равной степени наслаждаются. In this case, certain queries have come to me. В этом случае вот поступили некоторые вопросы ко мне. After coming to Baba, we stopped eating non-veg. Некоторые говорят, мы вот пришли к Бабе, мы перестали есть невегетарианскую пищу. We stopped all wrongdoings. Мы перестали плохо себя вести. Why we still suffer? Почему продолжаем мы страдать? Whereas those who are on the wrong path, they are enjoying their life. А те, кто идут неправильным путем, они наслаждаются жизнью. Here one has to understand very clearly. Здесь нужно понять ясно одну вещь. In this, both the path of surrender, the natures of law and following a guru, Здесь, в этих двух вопросах следование закону природы и следование принципам гуру. one gains the knowledge. Мы получаем знания, человек получает знания. Following the nature's law, one gains a limited knowledge. Следуя закону природы, человек получает ограниченное знание. And following a guru, one gains a complete knowledge. А следуя гуру, человек получает полное знание. This is the minute difference between these two. Вот здесь вот как раз это и есть маленькая разница вот в этих двух. When you hold the finger of your mother, Когда вы держитесь за пальчик своей матери, mother will take care of you, мать о вас позаботится. guide and guard you. Она вас будет защищать и вести куда нужно. When you try to walk on your А own, когда вы пытаетесь идти сами, you may fall down on several occasions. вы можете упасть много раз. So there also you have experience with some harm, И здесь вы получаете injuries in your body, опыт падений, то есть у вас какие-то повреждения на теле. holding the finger of mother, you are safe. А если вы держитесь за пальчик матери, Whenever то вы в безопасности. you slip down, Даже если вы подскользнетесь, mother holds you very мама carefully. вас поддержит. Очень осторожно, с большой заботой. But in both the cases, Но it в is обоих the nature of случаях law. это закон природы. And second is wisdom. И второе – это путь мудрости. In wisdom case, one experiments intentionally, voluntarily. На пути мудрости человек добровольно пытается экспериментировать. Such person will never seek for any guidance from any guru. Такой человек не ищет руководства от какого-либо гуру. He will never analyze any theory or a history Он никогда не анализирует никакой experienced persons. никакой опыт каких-либо опытных людей или их историю. Such aspirant will experiment on their own and gains the experience. Вот такие духовные искатели, они получают свой собственный опыт и вот таким образом идут. In this case also, sometimes the nature goes against them, Но и в этом случае иногда природа идет против них, and sometimes the natures favor them with experience. а иногда природа дарует им опыт. In whatever way, whether you are surrendered, whether you are following the nature's law on your own, Или если вы предались, или если вы следуете закону or природы, intentionally you are experimenting and experiencing. или если вы специально, добровольно вот, с Whatever may намерением be получаете свой опыт. the three cases, То есть это все три случая. the ultimate result is your experience. Конечный результат – это ваш собственный опыт. So it all depends on your mind, how you intake that into your heart. Все зависит от вашего ума, как вы воспринимаете это все. So by slaughtering, whether you incur a sin, or by slaughtering, whether you consume it, or by slaughtering, you are reducing the population of the animals. То Whatever. есть вы можете, ваш ум может вам говорить три вещи, да? То есть вот вы убивая совершаете грех, или вы просто убиваете, или тем, что вы их поедаете, вы уменьшаете количество животных тем самым. Whatever may be the condition, То есть при всех условиях but your ultimate experience is what? You follow that. в вашем you follow? That. Ага.
вашим конечным результатом является то, что вот вы должны этому What следовать. your conscience speak, То, что вам you подсказывает ваша совесть, то и делаете. because there is no good or bad Потому что manifested by the God. нет ни плохого, ни хорошего. It is all В творении our Господа. perception Все это наше восприятие. and our intake of those perceptions. И все это есть способ, вот опять-таки, нашего восприятия всех этих восприятий. When you withdraw your mind from senses, Когда вы отстраняете ум от органов чувств, your conscious becomes absent. ваше сознание очищается, оно становится пустым. When you withdraw your intellect from mind, Когда вы отделяете, то есть отстраняете интеллект от ума, your discriminatory power becomes absent. то вы больше не различаете, ваша сила развлечения пропадает. When there is no discrimination Когда вы больше не различаете, and when there is no senses, и когда нет больше чувств, whatever you perceive, все, что вы it воспринимаете, remains an object. все это остается объектом. When you consider it as an object, Когда вы считаете это объектом, then only a subject rises. только тогда появляется субъект. Otherwise, object remains as an inanimate object. А иначе объект остается как неживой объект. This flower, Например, вот этот цветок. your attention is not there. Ваше внимание сейчас не на нем. Your attention is on my talk. Вы сейчас сконцентрированы на моей речи. This is also an object, I am also an object. Цветы — это объект, и я объект. Since I talk to you, Так как я с вами разговариваю, there develops a subject. то здесь развивается субъект. The conversation, when it starts, then only a subject starts. Когда начинается разговор, когда начинается беседа, тогда начинается субъект. If I become silent А если я замолчу, and all of you are и silent, все вы замолчите, then both of us will remain as an object, as an inanimate, просто мы тогда остаемся объектами, как неживыми. not as an animate. Не как живыми. Okay? So that is why what you have to understand from this concept, Поэтому что вам нужно понять в этой концепции? there is no good or bad. Нет плохого и нет хорошего. Whatever is happening, it is the will of that nature of law. Все, что происходит, это есть воля природы, воля Without закона природы. its will, you can't think anything. Без воли природы вы ни о чем думать не сможете. Clear? Все ли ясно? Я хотела вопрос задать. Вот, сейчас Россия переживает очень сложный период, и вообще все страны переживают очень сложный период. И у меня Difficult такое times ощущение, что приближается какая-то невероятно необычная эпоха, когда очень многое изменится. There won't be any war. И ощущаете ли вы, что вот это ускоряется приближение новой, совершенно иной эпохи? И многие понятия изменятся. She feels like because the situation is very difficult in the world and everything changes so fast. She feels like some new epoch, new age is coming. It is only your mind. Это только в вашем уме. Everything is going on their own. Все идет своим чередом. Nothing has changed. Ничего не изменилось. There is no new evolution. Нет никакой новой It is the эволюции. evolution of your mind. Это просто эволюционирует ваш ум. Okay? Понятно. Yes. When you feel happy, Когда вы чувствуете себя счастливой, you see everything as good. вам все кажется вокруг хорошим, прекрасным. When you feel bad, А когда вам плохо на душе, whatever you see, you consider as odd in the life. то все, что вокруг вас происходит, вам уже не так в розовом свете кажется.